Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке мы будем вязать такую квадратную сумку. Я связала уже одну деталь и вместе с вами свяжу вторую. Покажу, как она вяжется. Сумка очень простая в вязании. Обычные столбики с накидом. Ничего сложного тут нет. Справится даже новичок. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Так вы вдохновите меня снимать больше видео. Приступим к вязанию. Делаем кольцо амигуруми. Кладем на пальцы рабочую нить, хвостиком обводим пальцы и придерживаем снизу. Нити должны быть параллельны друг другу. Вводим крючок под рабочую нить, далее под 2 нити, отпускаем, подхватываем рабочую нить, выводим ее из кольца и провязываем 2 нити на крючке и делаем воздушную петлю. Таким образом мы сделали имитацию первой петли. Далее нам нужно связать вот такой вот квадратик. Мы делаем 3 воздушные петли. Делаем столбик с накидом. Снова 3 воздушные. Столбик с накидом. Три воздушные. И последний столбик с накидом. Стягиваем кольцо и провязываем еще 3 воздушные петли. Делаем соединение. Вытягиваем нить побольше. Вводим крючок под первую горизонтальную нить и выводим нить назад. Теперь нам нужно в это кольцо продеть наш квадрат. Вытаскиваем хвостик отсюда и затягиваем кольцо. Подтягиваем и вот эту нить, чтобы здесь было достаточно туго, и потом за основную. Переходим к вязанию второго ряда. Делаем накид, и нам нужно провязать вот под косичку, да, вот сюда, то есть чтобы наравне со столбиком вот с этим. В его почти верхушку тут есть вот свободное место. Провязываем 2 петли на крючке и делаем петлю подъема. Далее вяжем сюда в угол 2 столбика с накидом. Делаем 3 воздушные петли. И сюда же снова провязываем 2 столбика с накидом. Следующий столбик мы вяжем вот сюда, в столбик предыдущего ряда. В серединку его вводим
Далее вяжем снова в угол. 2 столбика. Три воздушные петли. И снова сюда же 2 столбика. Далее вяжем снова в косичку, столбик, точнее предыдущего ряда. Таким же образом провязываем угол. Делаем соединение. Снова вытягиваем нить, заводим. Вот у нас имитация петли, да, нашей первой. И вот она петля подъема, да, которую мы делали, воздушную петлю. Под нее вводим крючок. Через кольцо так вот выводим квадрат и все затягиваем. Как распустить такое соединение? Мы подхватываем нашу, да, рабочую нитку, вытягиваем ее, тянем за 2 ниточки, вот она, вышла наша соединительная нить, теперь тянем за нее. После того, как вытянули нить, в обратную сторону проводим через кольцо квадрат и распускаем изделие. Приступаем к вязанию третьего ряда. В третьем ряду с каждой стороны должно быть 9 столбиков. Начинаем вязание всегда по одинаковому. Делаем накид и вяжем под первую косичку. Потом под следующую. И под следующую косички. То есть сейчас мы не вяжем в середину столбика, а просто под косички. Также вяжем в угол 2 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика. В конце ряда делаем такое же соединение. Не забывайте и не теряйте вот эту вот
косичку. Она немного прячется за столбиками. Их нужно отодвинуть и сюда провязать также столбик. Таким образом, нам нужно провязать еще 4-й ряд. В 4-м ряду должно быть с каждой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков с накидом. И после этого, как провяжете 4-й ряд, 5-й ряд, мы будем уже вязать немножко по-другому. То есть столбики здесь остаются все те же, но нам здесь нужно еще связать ручку в 5-м ряду. Начинаем вязание 5-го ряда. 2 стороны мы вяжем как обычно. То есть сейчас мы здесь начинаем, как всегда. Эту сторону тоже вяжем столбиками с накидом. А уже 3-ю сторону будем провязывать вместе. Будем делать на противоположной стороне ручки. И последнюю сторону мы также обвязывать будем столбиками с накидом. Мы провязали угол и провязываем еще 2 столбика с накидом. Второй столбик. Теперь нам нужно набрать 27 воздушных петель. Отсчитываем от угла еще вот 2 петли, да, 2 косички. Во вторую делаем столбик с накидом. Делаем накид. И провязали столбик. В следующую тоже вяжем столбик. И далее формируем угол. Обязательно проверьте, чтобы в 5-м ряду с каждой стороны, помимо вот этой, где у нас ручка, было 17 столбиков с накидом. Обязательно пересчитайте. И в 5-м ряду мы не будем делать соединение, нам нужно вывести нить на изнаночную сторону. Вставляем крючок и подтягиваем нить. Провязываем столбик. И далее мы будем вязать вот за заднюю перемычку, просто вводя в перемычку, не вводя в косичку. И провязывая столбики без накида. Таким образом нам нужно провязать до ручки. Также в местах на наших углах, тоже за задние перемычки от косички, нужно провязывать столбики без накида. Вот. Вводим крючок вот под эту перемычку. Довязали до ручки, переворачиваем наши косички и сзади видим вот такие перемычки. Будем вязать за них. Таким образом обвязывая за эти перемычки всю ручку. Где-то может быть туговато, и можно брать крючок поменьше. Вяжем за перемычки ручку и далее также за задние перемычки довязываем до конца ряда. После того, как мы связали 2 части сумочки, нам нужно закрыть ряд и сделать фальш-петлю. Обрезаем нить сантиметров 10, чтобы еще мы могли спрятать ее с изнаночной стороны. Вытаскиваем
Вставляем крючок под первую горизонтальную петлю, подтягиваем, переворачиваем и вставляем крючок вот под эту перемычку и в середину косички. И теперь прячем наши хвостики с изнаночной стороны. Также отпариваем обе наши детали. Приступим к вязанию стенок. Вязать стенки мы будем не с самого начала, а начнем вязать в 4-ю петлю. Отсчитываем вот от угла, да? 4 петли, 1, 2, 3, 4, и в 4-ю будем вязать. Я сделала такой вот узелочек, завязала, ввожу крючок в 4-ю петлю, в раскол, подхватываю вот эту нить и делаю столбик без накида. И далее вяжу до следующего маркера столбиками без накида. Довязали до конца ряда, делаем петлю подъема и переворачиваем изделие. Будем вязать обычными поворотными рядами столбиками без накида. Нужно провязать 6-7 рядов. Только не считайте вот эти вот наш первый ряд, этот, когда мы поднимали стенки. Я провязала 6 рядов стенок, все-таки остановилась на 6. Вы, естественно, можете связать либо больше, либо меньше рядов у стенок. После этого нам необходимо отпарить наши стенки, дать им высохнуть. После этого мы будем сшивать наши детали. Теперь нам нужно отрезать нить с тем запасом, чтобы ее спрятать с изнаночной стороны. Вытаскиваем ее из косички и просто уведем ее назад и спрячем с изнаночной стороны. Нам нужно вывернуть детали на изнаночную сторону, то есть чтобы лицевая сторона смотрела на нас. Далее нужно посчитать количество петель, чтобы было одинаковым здесь и здесь. У меня получилось 50. И можно приступать к сшиванию. Вставляем крючок под одну перемычку от нашей петли, которая ближе к нам, и во вторую перемычку, которая дальше от нас. Протягиваем через нее нить, подхватываем сейчас вот остаток нити, этот хвостик, и выводим его назад. Вставляем крючок и провязываем соединительный столбик, ну точнее столбик просто. Далее идем в следующую косичку, вставляем крючок под перемычку, которая ближе к нам, и под перемычку потом, которая дальше от нас, и провязываем соединительный столбик. Таким образом провязываем до конца ряда. За перемычку, которая ближе к нам, и потом за перемычку, которая дальше от нас. Провязали до конца ряда соединительные столбики, соединили наши две детали. Теперь отрезаем нить с запасом для того, чтобы ее спрятать между столбиков. Вытаскиваем нить, прячем нить между столбиков. Вот этот хвостик прячем и прячем
этот хвостик. Я спрятала кончики, теперь осталось вывернуть сумку на лицевую сторону. Желательно ее после этого тоже отпарить и придать ей форму. Такую сумку можно связать любым размером, естественно, увеличивая сам квадрат. Ширину также стенок можно оставить такую же, можно связать больше. Все зависит от вас. Спасибо за просмотр.